На Черноморском побережье, после разрушающего самого мощного шторма за всю историю наблюдений, при скорости ветра, достигавшей 144 км в час, пострадали сотни людей от наводнения. В этот период времени сухогруз Blue Shark, плавающий в Черном море под флагом Белиза, сел на мель у берегов Анапы, недалеко от российского поселка Витязево, из-за сильного шторма в Черном море. Судно, направлявшимся в Египет с порта Тамань, встало на якорную стоянку после получения штормового предупреждения. Корабль, на борту которого находился 21 член экипажа из Сирии, Индии и Египта. Вечером 26 ноября сильный ветер и волны оторвали корабль от якоря. Он дрейфовал к берегу, пока он не сел на мель. В настоящее время судно находится на мели, в непосредственной близости от берега. Когда волны высотой до 8 метров обрушились на побережье Черного моря, погрузка сырой нефти была остановлена на российском нефтяном терминале в Новороссийске. А также сильный шторм смыл траншеи в Крыму, которые российская армия выкопала на пляжах. Более полумиллиона человек остались без электричества в Крыму, при этом сильные ветры продолжались и в понедельник. Пик шторма пришелся на воскресенье вечером, в некоторых частях Крыма выпало 33 мм осадков. Российские власти в Крыму объявили понедельник нерабочим днем. Официальные лица заявили, что некоторые части Крыма остались без воды и тепла, а сотни людей были эвакуированы из своих домов. Более 10 человек получили ранения, двое были госпитализированы, 195 зданий были затоплены, а дороги были перекрыты из-за обрыва линий электропередачи. Из зоны подтопления в Крыму были эвакуированы около 300 человек. В МЧС сообщили, что из Севастопольского и Краснодарского краев эвакуировано менее 100 человек, где есть пострадавшие, поваленные деревья и материальный ущерб. Не менее 600 морских животных также погибли после наводнения в Севастопольском морском аквариуме музея. Самолеты, направлявшиеся в Сочи, были перенаправлены. В Сочи волны цунами были настолько мощными и большими, что они достигли домов людей, проживающих поблизости моря. Как вследствие, сильные волны затопили первые этажи многоэтажек. Мощный шторм разрушает даже объекты возле многоэтажек. Кроме этого, размыло железную дорогу, а также из-за непогоды некоторые населенные пункты в Краснодарском крае остались без электроэнергии, отопления и горячей воды. Местные власти заявили, что в настоящее время работа аэропортов не будет прекращаться, и рейсы продолжатся. В министерстве заявили, что мобилизовали 1335 человек для оказания помощи в ликвидации последствий урагана. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 28 ноября, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, в горах снег, днем без существенных осадков. Скорость ветра днем местами будет достигать 15-20 метров в секунду. Шторм также принес сильный снегопад в другие части Украины, а также в Румынию, Молдову и Болгарию.